Всем привет! В предыдущем видео был общий обзор купленных ништяков. Теперь давайте начнем их использование по назначению. Сразу сделаем километражную отметку. Пробег, будем считать 127 тысяч. Водостоки. Во время дождя или просто при активном использовании системы очистки лобового стекла часть воды начинает попадать на боковые стекла. И это не есть хорошо. Для устранения этой проблемы были придуманы водостоки. Они не дают скопившейся воде прорваться на боковые части кузова и отводят всю влагу на крышу. Чуть забегая вперед, довелось сразу и протестировать их благодаря внезапно налетевшей тучке. Но это чуть позже. А пока очищаем поверхность стекла, обезжириваем ее с помощью обезжиривателя. Наклейки на стекле решил не удалять, попробую вместе с ними и посмотрим, как будет держаться. Водостоки оказались большего размера, поэтому необходимо сделать подрезку. Но проблема легко решается с помощью канцелярского ножа. Демпферы. Попробую облагородить звук закрытия дверей и предупредить вертикальные колебания, чтобы избежать ненужных скрипов. Инструкция вполне подробная, установка простая. Смазал и надел демпфер, как указано в мануале. Чтобы понять, что изменилось после установки, я записал звук закрытия дверей, задний и передний. Давайте сравним. Есть изменения? Мне показалось, что да. Напишите в комментариях, изменился ли звук. Инструкция по установке мне прям зашла. Написано простым, понятным и доступным языком. Вот всегда бы так. А оставшуюся смазку я нанес на ограничители открытия дверей автомобиля. Лампы ДХО. Вот так светят штатные. Для сравнения ставлю одну лампу и вторую. Сравните, как было и как стало. Автополотенце. Скажу честно, порадовало. Специально решил протестировать на запыленных стеклах после дождя. Как видим, на солнце подобные загрязнения существенно мешают обзору. Для теста потребовалось совсем немного воды из бутылки. И как видим, тряпка быстро и качественно справилась с своей задачей. Я особо не старался, несколько раз поводил туда-сюда и порадовался результату. Такой предмет в домашних условиях будет прекрасным помощником в уборке. Окна, зеркала, и так далее однозначно пригодится. Так что надо иметь пару в машине, одну для стекол и салона, а вторую для кузова. И домашнюю тоже завести имеет смысл. Ну и колодки теперь. Хоть еще и не износил те, которые установлены, но раз обещал, ставлю приобретенные для теста. Да, имеющиеся колодки еще в хорошем состоянии. Подробнее о замене колодок у меня уже есть видео на канале. Сейчас просто замена, но с обновлением смазки направляющих суппортов из комплекта. Старую удаляю, новую наношу. Перед установкой новых колодок сделал их замер толщины 16,6 см. Смотрятся красиво. Жаль, этого никто не увидит, а очень скоро вся эта красота пропадет от эксплуатационных воздействий. Пластины решил не менять, мои в отличном состоянии. Да и колодки старые решил не выбрасывать, их еще можно докатать. Да, вот такой я экономный. Монтаж завершен, прокачиваем педаль. Проверяем в движении. В принципе, ничего неожиданного. Если мы нажимаем на педаль тормоза, то мы останавливаемся. Все так и должно быть. И как же вовремя произошла замена колодок. Начался дождь. Зато сейчас можно проверить и их, и водостоки.
Тормоза работают штатно, а боковые стекла теперь без лишней воды. Водостоки справляются. Добавлю еще несколько кадров по лампам ДХО в темное время суток. Вот так они светят в темноте. А пройдя примерно 3000 километров, делюсь промежуточным результатом. Лампы светят как и положено. Демпфера на всех дверях без видимых следов износа. Водостоки на месте и заняты своим делом, как и автополотенца. Колодки не видно, но они есть и тоже работают. Продолжаю эксплуатацию. Теперь уже осенью, при переобувке в зиму, доберемся до колодок и посмотрим на других участников тестовой эксплуатации. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить выпуск.